В этом уроке поговорим про повышение производительности, про оптимизацию вычислений в функциональных компонентах, про важный аспект разработки — мемоизацию. Лучше всего с этим разобраться на конкретном примере. Создадим директорию hook useMemo. Внутри которой создадим файл app.js. Нам потребуется React. Создадим функциональный компонент app. Что я хочу сделать? Наше приложение будет отображать список элементов и иметь компонент поиска с полем вводом, куда мы будем вводить какое-то значение, и кнопкой, по нажатию на которой будет осуществляться фильтр по списку и отображение необходимого результата. Создадим еще один файл mock.data.js. Я заранее подготовил этот список. Это массив плательщиков, payments, состоящих из объектов. ID — уникальный номер оплаты, имя плательщика и платеж с каким-то номиналом. В компоненте app.js нам нужно импортировать список плательщиков. Для отображения списка плательщиков нам потребуется еще один компонент — list. Создадим функциональный компонент list. В качестве props с помощью деструктуризации мы сразу получим список лист. Это будет массив. Тег UL, потому что у нас список. Сделаем проверку, что если действительно у нас есть список, то в таком случае мы будем пробегаться по этому списку. И будем отображать в теге li какую-то информацию. Имя плательщика. И сколько он заплатил в некоторой валюте. Не забываем передать key. И вот наш компонент готов. Импортируем его в app.
качестве list мы передаем массив payments. App нужно тоже импортировать в index.js. Поменять здесь путь у импорта, чтобы все работало у нас корректно с этим уроком. Запустим проект и удостоверимся, что это работает. Список у нас корректно отображается. Добавим поле ввода, input. Нам нужно хранить состояние того, что мы вводим. Когда мы будем что-то вводить, будет вызываться функция handleChange, будет реагировать на изменения. Эта функция принимает в качестве аргумента event. И в set input value мы будем передавать event target value. Добавим еще кнопку поиска. По нажатию на которое будет вызываться метод функция handleSearch. Нам потребуется еще одно состояние. Состояние поиска. И искать мы будем как раз вот input value сюда передадим. То, что мы ввели в поле ввода, по нажатию мы будем искать именно это слово в массиве payments. Теперь давайте напишем, как бы мы отфильтровали, да, наш массив. Назовем это переменную filtered items. Опять же проверяем, если у нас есть payments, то в таком случае мы будем вызывать метод фильтр, пробегаться по массиву и фильтровать, где item name равно то, что мы ввели в поле ввода. Допустим, таким образом можно сделать. Но я вам хочу показать, здесь расставить консоль лог, чтобы понять, сколько раз вызывается данный метод. Сделаем через фигурные скобки.
Воспользуемся этой переменной. Теперь, если filtered items, если то, что мы отфильтровали, там что-то есть, то тогда будем передавать filtered items. В противном случае мы будем передавать payments. Вот таким вот образом. Давайте еще раз посмотрим на компонент app. Я прокомментирую, что здесь происходит. Значит, при вводе в поле поиска мы вызываем обновление состояния input value. По нажатию на кнопку мы вызываем обновление состояния search. Компонент list отображает результаты поиска. Значит, функция handle search. Здесь мы с вами обновляем состояние поиска. Handle change. Здесь мы обновляем состояние поля ввода input value. Filtered items. То есть это функция фильтрации массива payments, которая возвращает новый массив, который удовлетворяет текущему состоянию search. Здесь у нас input value. Это состояние, которое обновляется при вводе символа в поле ввода. Состояние search обновляется при нажатии на кнопку поиска. Давайте перейдем в браузер и посмотрим, как у нас и что работает. F12, либо правой кнопкой мыши просмотреть код. Перейдем в консоль. Итак, это нормально. У нас в нашем списке 10 элементов, поэтому было вызвано 10 раз. Цифра 10 здесь стоит. Проверим, работает ли у нас вообще поиск. Допустим, user 1 я ввожу в поле ввода, нажимаю кнопку search. Видите, все отфильтровалось. Я удаляю. То есть у нас логика наша работает. Теперь смотрите следующий момент. Я просто ввожу какой-то символ и смотрите на консоль лог. Еще раз вызвалась 10 раз эта функция. Что произошло? Вот эта логика еще раз вся пересчиталась. Еще ввожу символ, еще 10 раз, еще и еще. А кнопку search я еще не нажимал. Теперь нажимаю кнопку search и еще раз вызывается 10 раз. В чем проблема? Если вызывать консоль лог внутри функции и вводить символы в поле ввода, то в консоли появится сообщение о вызове функции. Сообщения будут появляться при каждом вводе символа, а их количество будет равно длине массива payments. С точки зрения React все логично. Мы изменили состояние input value, а значит нужен повторный рендеринг и, соответственно, повторные вычисления. Но для разработчика этот процесс нелогичен, ведь мы не обновляли состояние search, которое используется в вычислениях. У нас 10 элементов в списке. Представьте, что их будет миллион, или 10 миллионов, 100 миллионов. Конечно, этот метод фильтр будет работать уже долго. При работе с большими объемами данных стоимость вычислений возрастает. Они могут замедлить скорость работы приложения.
Чтобы этого избежать, существует мемоизация, способ оптимизации вычислений. Мемоизация позволяет сохранить данные выполнения функции и предотвратить повторные вычисления, если входные данные не изменились. Один из способов мемоизации вычисления в React является hook use mem. Он импортируется из библиотеки React. Давайте я сейчас покажу на примере, перепишу этот код. То есть можно через этот return сделать таким образом. Но можно еще сократить. Убрав эти фигурные скобки. Hook useMemo возвращает мемоизированное значение. Hook принимает два аргумента: callback функцию и массив зависимостей. Первый аргумент у нас callback функция. Мы передали массив payments и фильтруем все то же самое. И возвращаем уже отфильтрованный список. В качестве массива зависимостей передадим состояние search, и повторное вычисление будет происходить только при изменении search. Теперь изменение состояния input value не приведет к повторному вычислению filtered items. Сообщение в консоли появится только при монтировании компонента app и изменении состояния search. Давайте проверим, действительно ли это так. При первом рендере компонента у нас консоль-лог действительно отработал. Теперь, как и раньше, я ввожу символ, и у нас, да, вызывались опять по 10 раз консоль-лог. Сейчас я ставлю U, и смотрите, уже не вызывается. Но если нажму на кнопку поиска, то мы увидим в консоль-логе filtered was called. Надеюсь, вы поняли концепцию применения useMemo. И мы сможем с вами переходить к следующему интересному уроку, к следующему хуку. Спасибо за внимание. До новых встреч.